Приветствую, друзья! Планета словно решила встряхнуть нас. Катастрофы следуют одна за другой. Природа показывает свою мощь, и мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. На филиппинском острове Лусон возобновил свою активность вулкан Тааль. В воскресенье специалисты наблюдали 3 значимых фреатических выброса на высоту до 2 километров 100 метров. Власти сохраняют первый уровень тревоги и рекомендуют держаться подальше от кратера и постоянной опасной зоны. В некоторых населенных пунктах, расположенных по соседству с вулканом, отмечен слабый пеплопад. Тааль часто называют самым маленьким активным вулканом на планете. И это не просто маркетинговый слоган для туристов. Его высота всего 311 метров над уровнем моря, а сам кратер диаметром около 1 километра 900 метров. Однако за этими небольшими с первого взгляда размерами скрывается гигантская кальдера размером 25 на 20 километров, образованная катастрофическими извержениями тысячелетия назад. Именно контраст между миниатюрной видимой частью и огромной подземной системой делает Тааль уникальным. Напомним, что Тааль – один из самых активных вулканов Филиппин, извержения которого были одними из самых мощных в истории. Его извержения регистрируются с 1572 года. 30 января 1911 года произошло самое сильное в 20 веке извержение вулкана Тааль, тогда погибли 1335 человек. Туча пепла была видна с расстояния 400 километров. Вчера из-за сложных погодных условий в Белогорском округе Амурской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора. По предварительным данным региональной госавтоинспекции, причиной столкновения стал выезд автобуса на встречную полосу из-за сильного снегопада и гололеда, что привело к лобовому столкновению на высокой скорости. Изначально сообщалось о 4 пострадавших, но к полудню их число выросло до 10, оба водителя и 8 пассажиров. Жертв нет, все травмированные госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В воскресенье мощный торнадо пронесся через южную часть Миссисипи, оставив после себя разрушения в городе Готье. Стихия обрушилась на населенный пункт около 9:45 утра по местному времени. Наибольший ущерб был нанесен участку вдоль шоссе 90, где серьезно пострадал ресторан. Торнадо сорвал часть крыши со здания и перевернул на парковке несколько автомобилей. Кроме того, стихия повредила несколько жилых комплексов. По всему городу были вырваны с корнем деревья и разбросаны обломки. К счастью, сообщений о пострадавших в результате торнадо не поступало. Городские власти оперативно организовали работы по расчистке завалов, ремонту поврежденных зданий и восстановлению электроснабжения. В субботу вечером над центральной частью Венгрии прошел мощный штормовой фронт. Особенно сильно стихия ударила по деревне Буги в округе Пешт. Во время грозы внезапно начался интенсивный град, который буквально за несколько минут покрыл улицы и дворы толстым слоем льда. Размер градин достигал нескольких сантиметров, поверхность земли побелела так, словно выпал снег. Шторм сопровождался сильными порывами ветра и яркими вспышками молний. Для конца октября подобное явление не характерно для данных мест. Обычно град такой силы выпадает летом при высокой температуре и сильной их атмосферной нестабильности. Тем не менее, прохождение холодного фронта через более теплую воздушную массу создало условия для кратковременного, но очень интенсивного града. В это же время в горных районах, например, в районе Мятры, наблюдался дождь, переходящий в первый снег. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе.
Мощный штормовой фронт, сопровождавшийся сильной грозой, порывистым ветром и градом, обрушился на восток Австралии в воскресенье. Шторм вызвал мощные порывы ветра и обильные осадки. В Брисбене и пригородах град диаметром до 7 сантиметров покрыл улицы ледяным ковром. Порывами ветра сорвало крыши с более чем 20 домов. Более 90 тысяч домохозяйств на востоке Австралии остались без света. Наибольшее число отключений зафиксировано в штате Квинсленд, где без электричества оказались более 67 тысяч домов. Помимо Квинсленда серьезно пострадали и другие районы. В штате Виктория без света остались более 25 тысяч домов, особенно в Мельбурне и на западе региона. Энергетические компании и аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам, но из-за масштабов разрушений процесс может занять некоторое время. Вечером воскресенья район Баолан в регенстве Талитоли в Индонезии оказался во власти сильного наводнения, спровоцированного несколькими часами непрерывных ливней. За 12 часов выпало от 120 до 150 мм осадков. По данным Национального агентства по борьбе с бедствиями, переполнение рек Лембе и Туйвелей привело к затоплению 3 городских кварталов. Уровень воды достиг крыш домов, затронув в общей сложности около 500 человек. 150 жителей из наиболее пострадавших мест были эвакуированы. Текущие наводнения – это часть муссонного сезона, усугубленного климатическими изменениями. Власти ввели чрезвычайный режим, направив команды спасателей в пострадавшие районы. Метеорологическое агентство предупреждает о продолжении ливней до 29 октября. В субботу остров Сан-Мигел в Азорском архипелаге оказался под ударом мощного шторма, вызванного остатками экстратропического циклона, сформировавшегося из Атлантического фронта. За несколько часов выпало около 80 мм осадков. По данным региональной службы гражданской защиты и пожаротушения, зафиксировано не менее 32 инцидентов, связанных с проливными дождями и ветром, порывы которого достигали 90 км в час. Основной удар пришелся на муниципалитеты Агуа-де-Пау и Рибейро-Гранде на северном побережье. Реки и ручьи вышли из берегов, затопив улицы и дома, а также вызвали оползни. Повреждены минимум 4 жилых дома и 10 автомобилей. Без электричества остались около 500 домохозяйств. Обошлось без жертв. 20 человек были эвакуированы. Ущерб для региона оценивается как значительный. Власти объявили чрезвычайное положение, направив в пострадавшие районы спасателей и экстренные службы. Одна из самых загруженных автомагистралей Колумбии между Кахамаркой в департаменте Толима и Каларкой в Киндио была полностью закрыта на весь день из-за оползня, спровоцированного интенсивными дождями. По данным Национального института дорог, обвал произошел рано утром недалеко от пункта взимания платы. Тонны грунта, камней и грязи сошли на дорогу, полностью заблокировав трассу. Проезжавший в этот момент грузовик был унесен потоком грязи к самому обрыву, но чудом устоял на самом краю. К счастью, водитель не пострадал. Движение на пострадавшем участке дороги было заблокировано до вечера. В субботу район города Порту-Сигуру в штате Баия в Бразилии пострадал от оползня, спровоцированного рекордными ливнями. За короткий период выпало 105 мм осадков, это в 2,5 раза выше нормы. По данным муниципальной гражданской обороны, обвал грунта унес жизнь 60-летнего мужчины, а также оставил без крова 35 человек и привел к эвакуации 11 семей. Всего пострадали 73 жителя, в основном из низинных кварталов. Сейчас зона инцидента изолирована, доступ в пострадавший район закрыт. Губернатор штата выразил соболезнования пострадавшим, пообещав предоставить всю необходимую помощь. Национальный институт метеорологии до 28 числа продлил желтое погодное предупреждение.
В воскресенье непрекращающиеся сильные дожди в районе Баранга и на Филиппинах привели к наводнениям и оползням. Из-за оползня и сошедшего селя объездная дорога Лумбиа-Угиабан стала непроходимой для всех видов транспорта. На видео, снятом очевидцами, видно, как пассажиры вынуждены спасаться бегством, когда сильный поток воды и грязи начал уносить их транспортное средство. Сильный дождь также вызвал подъем уровня реки Ипанан до критической отметки. В целях безопасности власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов, таких как Канитуан. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники городского управления по снижению риска бедствий и управлению ими для оценки ситуации и проведения расчистки. Октябрьские наводнения нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Мексики, в особенности по урожаю кукурузы, заставив фермеров бороться за спасение уцелевших остатков. Наводнения затронули несколько штатов центральной части и побережья Мексиканского залива, включая Веракрус, Идальго, Пуэблу, Керетаро и Сан-Луис-Потоси. Несмотря на то, что в некоторых регионах прогнозировался рост производства кукурузы, наводнения привели к повреждению урожая в других штатах. Например, в штате Мехико фермеры сообщили о потере до 75% урожая после разлива реки Лерма. В ответ на чрезвычайную ситуацию правительство Мексики выделило значительный пакет помощи для восстановления пострадавших общин, включая финансовую поддержку для восстановления сельского хозяйства. Национальный центр по ураганам выступил с мрачным прогнозом относительно урагана Мелисса, который, как ожидается, обрушится на Ямайку. По данным на 26 октября, Мелисса прошла через фазу стремительной интенсификации и, как ожидается, достигнет максимальной скорости ветра более 250 км в час, что соответствует высшей 5-й категории по шкале Саффера-Симпсона. Предполагается, что ураган будет медленно двигаться в западном направлении, а затем повернет на север, ударив по южному побережью Ямайки в конце понедельника или рано утром во вторник. Вдоль южного побережья ожидается штормовой нагон высотой почти до 4 метров. Замедленное движение шторма приведет к продолжительным и сильным осадкам, что вызовет катастрофические наводнения и оползни, способные изолировать целые общины. Прогнозируются значительные разрушения инфраструктуры, длительные перебои в подаче электроэнергии и связи. Этот шторм может стать самым сильным за всю историю острова. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.